Уважаемые товарищи, напомню, что совсем недавно, 30 сентября, мы отмечали День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти 5000 квадратных километров территории, 4900 и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство. Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно. Также хочу отметить важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий российской армии. Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. И наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и их поставка в войска. Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача – обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической. Сегодня на совещании мы рассмотрим текущую обстановку в зоне специальной военной операции, заслушаем доклады командующих группировками войск о ходе выполнения стоящих перед ними задач, перед вами задач. Обсудим актуальные вопросы обеспечения войск и планы на ближайшую перспективу. Давайте перейдем к докладу. Прошу вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска объединенной группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям. Противник основные усилия сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления нашего наступления. Группировка войск «Север» действует в приграничной полосе, продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины. И ее подразделения также успешно продвигаются в южной части Волчанска. Группировка «Запад» завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на Краснолиманском направлении, продолжается освобождение населенного пункта Ямполь, большая часть которого контролируется нашими войсками. Войска южной группировки, несмотря на упорное сопротивление противника, с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка. Завершено вчера уничтожение заблокированных формирований противника в районе южнее Клебанбыкского водохранилища. Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск «Центр» на Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе и состава стратегических резервов. Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки «Центр» развивают наступление. Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. Окружен населенный пункт севернее Красноармейска, это Родинское, ведется сейчас его зачистка от формирования ВСУ. Группировка войск «Восток» продолжает наступать вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. С 1 сентября на этом направлении под контроль
под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории. Войска группировки Днепр наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за овладение населенными пунктами Приморская и Степногорск. Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат вести наступательные действия в соответствии с утвержденным замыслом. Более подробно текущую обстановку доложит командующий группировки войск. Уважаемые товарищи, наша общая задача остается прежней. Мы должны обеспечить безусловное выполнение всех целей, достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Давайте начнем эту работу, посмотрим, как мы движемся к этой цели. Первый доклад командующего группировкой войск «Север», генерал-полковника Никифорова. Пожалуйста.